Каждый из нас знает, что такое комфортабельный отдых в Турции. Это и пятизвездочные отели категории «Все включено», и пляжи на красивом побережье. Классный вид, вообще прям. Здесь супер. Но мало кто знает, что самым увлекательным может быть именно активный отдых на яхте с командой лучших друзей. Зачастую мы думаем, что яхтинг — это удел богатых и обеспеченных людей. Однако мы покажем вам, что это не так. Да, 500 000 евро. где? Не, ну ты посмотри, твоя маленькая яхта. Вы вот такую купите себе, да? Обувь и перчатки. Остальное одевай, что хочешь. Вот. 300 лир, 100 евро. А вот девичьи. Девичьи даже дешевле. И каждый, кто найдет в себе силы, может присоединиться к самому захватывающему отдыху на нашей планете. Задача наших героев — стать командой уверенных мореплавателей. Вот я круг надую, тогда буду. Только с кругом. Объединить усилия, чтобы лодка не наскочила на рифы и не пошла ко дну. Пойдет порыв, уже ничего не поможет. Главное — это встреча с самим собой. Каждый хочет узнать, на что способен в непривычных для себя условиях. 8 блогеров из разных направлений приняли вызов и отправились в Турцию обучаться управлять яхтой. Ну что, ты готов, Паш? Расскажи, готов к переходу? К чему? Кто-то преследует цель испытать себя, побороть свои страхи. Кто-то начнет борьбу со стихией. Но смогут ли они стать командой? Это мы увидим уже очень скоро. В течение недели на яхте вдоль берегов Турции мы будем отдыхать, развлекаться, также учиться и все это дело снимать. Это впервые в российском ютубе, возможно, в ютубе в СНГ и в ютубе вообще, такое событие, когда большие ютуберы объединяются в одном месте ради одного нового шоу. Мы будем находиться на парусном судне, будем гонять, поднимать там паруса, работать в поте лица. Это, можно сказать, мечта детства. Больше всего меня, конечно, волнует вопрос о том, смогу ли я побороть страх воды. Я немного боюсь воды, особенно если волны сильные. Я хотел бы своим участием показать вам, как можно реально разнообразить свою жизнь. Я боюсь, что в Одессу я, возможно, вернусь и буду такого же цвета, как полосы. Мне приходит это приглашение, запрос из VSP Group, мол, будешь? А я такой, да, конечно! Думаю, это будет очень веселая и незабываемая поездка. Мне немножко страшновато за других участников. За себя не так страшно, потому что я беру с собой круг. В общем, это путешествие нереально поднимет мне настроение и останется в памяти надолго. Привет, друзья! Мы рады видеть вас на борту проекта «Стань морским волком» на волне YouTube. И сегодня у вас есть время познакомиться и стать единой командой. Мы приготовили для вас сюрпризы. Будьте готовы. Море таит в себе много неожиданностей. Удачи всем! Меня зовут Ира, обращайтесь ко мне на «ты». В море нет места для расшаркиваний. Ирина Федорова 8 лет назад увлеклась яхтингом, бросила все, ушла в море и больше не возвращалась. Более 100 тысяч морских миль остались за плечами. 3 года Ирина является шеф-инструктором парусной школы Go Sailing, работающей по международной системе ISSA. За это время ей выпущено около 1000 шкиперов. Море это не так сложно, как говорят. Море разное. И оно для всех. Поэтому будем стараться, будем учиться. Вы видите, бухты у нас хранятся вот в таком вот красивом виде. То есть на примере любой из веревок. Какие бывают ошибки? Первая ошибка. В итоге это не бухта. То есть правильно складывают бухту. Примерно на длину руки и слегка подворачивают. У вас получаются одинаковые ровные петли. У вас остается конец. Вы несколько раз оборачиваете вокруг бухты, петлю продеваете сквозь петли и вот таким вот образом. Открывается она, последний виток снимаете, дергаете и спокойненько раскручиваете. Веревка у вас свободная. У вас есть веревки, можете попробовать. Смотри. Правша? Да. Берешь в левую, тебе удобнее работать правой. Взяла и подкрутила. Паш, получается?
все получается, конечно. Все правильно. Нет, назад. А вот теперь возьми и протащи сюда только петлю. Что-то получилось. Нет, Не совсем. Вытаскиваем. Мы И вот сюда. пропускаем Да. петлей. Петлей. А ты сделай побольше витки, тебе потом легче будет с ней работать. Есть? Супер! Мы справились. Получилось? У меня вроде бы получилось, конечно, с помощью Иры, но я так понимаю, что мне надо раз 5 попробовать, чтобы запомнить, и ночью, если меня разбудит, я сейчас я завяжу узел. Ох, да, это получилось. Вот так вот. Конец? Вот так вот. Ну и что, вот так вот. Ребят, вы это будете делать каждый день. Мы отходим, мы собираем швартовые. Да, у меня получилось. Получилось с первого раза. Хотя я считаю, что первый блин комом, но у меня еще все впереди. Вы должны подать вовремя швартов на понтон. Если вы попробуете просто бросить бухту таким образом, она далеко не улетит. Возьмите от конца 2 или 3 петли. Сначала вы кидаете эту часть, через буквально доли секунды отпускаете вторую. Берем и пробуем. Как ты думаешь, реально это или нереально? Нет? Почему? Ну, я кашу сегодня не ела утром, поэтому, Будешь пробовать накинуть? конечно. Молодец. А ну, Настя, покажи класс вообще. Да? Лучшая. Вот обычно нужно кидать вот сюда, немножечко в сторону. Ну, чтобы не по лицу. Да. Но не бойтесь попасть по лицу. Не жалейте этого человека. Если уж Как кинул, как кинул, так кинул. Твоя задача докинуть эту веревку, потому что нередко наблюдала картину, девушка стоит с веревкой вот так. И в воду. С этой утки швартов должен уходить вот туда. Мы накладываем с этой стороны, делаем полоборота и делаем вот такую 8. Давайте. А последний у нас фиксируется. Все. Ты ее принял, проводишь внутри. Первое, что мы делаем, подхватываем и заводим. Нам заново нужно ее зафиксировать на утке. Часто ошибка. Люди начинают делать вот так вот пальцами. И если в этот момент происходит рывок, пальцы зажимаются здесь. Поэтому мы ее натянули и вот так раскрытой ладонью просто придерживаем. А здесь уже спокойно завели. Если удобнее натянуть, вот. Да. Все. Вот там плохо, но видно. На дне лежит здоровый камень. И их таких камней здесь очень много. Между ними натянуты цепи. К цепям привязаны веревки. Данные веревки не позволяют лодке ударяться об понтон. Иначе это мертвый якорь. Муринг лайн. Один конец закреплен на дне, а второй тоненькая веревочка привязана на понтоне. Когда мы подходим на швартовку, нам эту веревку подают у понтона. Мы ее поднимаем и идем с ней вот сюда и вытягиваем. Точно так же фиксируем, как мы фиксировали до этого. А потом мы его движком натягиваем. Как нужно отдавать правильно муринг? У вас есть капитан. И только по команде, когда муринг отдать, вы ее должны снять и сбросить в море. И не просто уйти, а дождаться, пока эта веревка ляжет на дно. И вы громко сообщаете туда: муринг лег. Пока мальчишки там таскают тяжелые тросы, такие, которые нам вряд ли удастся поднять, мы тут немножко обучаемся другим вещам еще параллельно. То есть, когда ты обучаешься яхтенному делу, эти перчатки сразу же параллельно очень удобны для обучения тыкания пальцем в телефон. Потому что нужный как раз пальчик, он свободен. Тын-тын-тын. Муринг отдан. Следующий, ребята, кто еще будет? Вот они. Что еще? Готов!
Будешь отдавать, Сергей? Отдал. Все, погнали. Вот это зачет. Фендеры на борт. Вот и наступил тот долгожданный первый выход в море. Все ребята ждали его с огромным волнением. Швартовы отданы, фендеры подняты, капитан у штурвала. До Чифлика, а это небольшая красивейшая бухта, наш катамаран шел 4 часа вдоль живописных пейзажей бухты Мармарис. Попутный ветер позволил раскрыть паруса и усилил впечатление и восторг наших морских волков. Эмоции зашкаливали, и было трудно подобрать подходящее слово, чтобы описать происходящее. Улет. Кайф, улет. Нет слов, не хватает, одни эмоции. Да, это реальные эмоции. Уже через пару часов после начала похода капитан передал управление юнгам, и за штурвалом стояли ребята. Участникам проекта наконец-то удалось закрепить свои теоретические знания на практике. Первый день нашего приключения на комфортабельном катамаране подошел к концу. Ребята устали, получили массу положительных эмоций. Море, качка. Но мы подготовили нашим участникам несколько сюрпризов. И первый сюрприз будет объявлен завтра с утра. Но об этом наши участники еще не знают. Швартовка в бухте Чифлик была осуществлена уже силами наших ребят, и с первым заданием они справились на отлично. Сегодняшний день был весь запоминающийся и очень насыщенный. Для меня, наверное, это, возможно, самый сложный день из всех дней, которые у нас еще будут. Все очень красиво, особенно в первый раз. Все просто отлично. Горы, море. Супер. Ветер в лицо, волны там. Круто. Я давно мечтал попасть на море, а тут сразу на яхте. Все супер шикарно. Каждая волна, которая приходит в твое судно, она может быть с неизвестной стороны, неизвестно откуда. Она может быть разного размера. Между этими волнами может быть как большое время, так и маленькое. И нужно подстраиваться под каждый. Но мы все справились, все окей. Я думал, будет хуже, но, по крайней мере, нас к этому готовили. Передаю привет своей маме. Сегодня только второй день, но мы уже так неплохо сдружились с ребятами. Паша, сегодня твой день. Я делаю фруктовый салат. Привязываю такие буёчки. Только что сам распустил этот парус. Пропажи вернулись. К нам с вами присоединится еще один будущий моряк.